Итак, последнее, что я хотел бы показать, как можно визуализировать свои модели без какого-либо текстурирования. Сейчас находимся в файле start0604, в котором остановились на наборе книг и где все объекты на самом деле имеют polysmooth faces или назначенную функцию сглаживания. И прежде чем начнем рендеринг, я хочу создать новую камеру. Мне не нравится рендеринг с базовой перспективной камерой Maya, потому что это та камера, которую используем для обзора своей сцены, а также выбора и перемещения объектов. Поэтому собираюсь быстро создать камеру, перейти на Panel, а затем в перспективе на эту новую камеру. Смещаю ее назад в сцене и настраиваю ракурс взгляда так, как хочу рендерить. Также мне нравится включать этот параметр Resolution Gate, так как на самом деле с его включением видим во вьюпорте кадрирование камеры, которое будет использовано в рендеринге. И как видим в этой конкретной сцене, хотя комната 10 на 10 футов, она выглядит несколько тесной. Поэтому я собираюсь выбрать эту камеру, зайти сюда под фокусное расстояние и сделать его больше. Давайте установим этот параметр на 20, и вы видите, что комната внезапно начинает казаться намного больше. Но на самом деле это не двигается камера, а только увеличивается ее фокусное расстояние объектива, что делает его широкоугольным и заставляет нас воспринимать объекты чуть более крупными. Итак, теперь, когда настроена нужным образом камера, я бы хотел сделать рендер этого, но только не таким серым. Я на самом деле хотел бы использовать шейдер Ambient Occlusion, окружение, чтобы выявить все детали, которые есть в этих объектах. Чтобы сделать это проще, сначала выбираю все объекты в сцене, а затем снимаю выбор с этих частей кресел. Дело в том, что на спинке с боковинами и подушке кресла уже назначен стандартный шейдер Arnold с картой нормали, который отображает детали. И я покажу вам, как отрендерить это через минуту. Я собираюсь убедиться, что нахожусь в подменю рендеринга, перехожу к освещению и шейдингу и собираюсь назначить выбранному новый материал. Теперь, конкретный материал, который собираемся использовать, это шейдер Arnold AI Ambient Occlusion. Поэтому просто нажимаю на это, и на самом деле вы не увидите здесь большого отличия. Теперь для подушки и спинки кресла, из-за того, что есть карта нормали или текстура, они входят в ее материал, что фактически просто меняет материал AI Standard Surface на AI Ambient Occlusion. Если прокручиваем вниз, вы на самом деле видите, что он перенесет карту нормали, которую мы уже назначили. Так что получим не только окклюзию окружения объекта, но и его детали из этой карты нормали. Сделаем то же самое на подушке. Кресла были продублированы, так что это тот же самый шейдер для обоих, поэтому это все, что нужно сделать. Готово. Теперь быстро откроем здесь настройки рендеринга, и сейчас под вкладкой Common можем выбрать размер нашего рендера. И я собираюсь выполнить его сейчас на HD 540 в качестве предпросмотра для ускорения процесса. Закрываю это, перехожу сюда, нажимаю на эту кнопку запуска рендеринга и возвращаюсь, когда он закончен. Таким образом, наш рендеринг завершен, и это то, как сцена выглядит с Ambient Occlusion. Фактически этот вариант является эффектом самонаблюдения объектов. Вы видите здесь тени, и этот вид рендеринга на самом деле отлично выявляет множество деталей в моделях. Можете видеть, например, эти половицы, разделенные скосами на них, и такие мелочи делают вашу сцену намного эффектнее. Теперь, с шейдером Ambient Occlusion ни один из объектов здесь не был сглаженным. Эти книги на самом деле все еще находятся на их базовом уровне, и мы также хотим выявить их. Я покажу, как можем быстро выбрать все узлы polysmooth в сцене за один раз. Иду и выбираю одну из книг, и под Inputs можете увидеть, что у нее есть этот polysmooth face 129. Здесь наверху рабочего окна программы находятся опции выбора абсолютных или относительных трансформаций, переименования объектов или выбора их по именам. Вот что я собираюсь сделать. Использовать выбор по имени с помощью подстановочных знаков. Подстановочные знаки в Maya – это звездочки, поэтому ввожу звездочку, а затем polysmooth face.
Вы должны убедиться, что используете и заглавные буквы, как во входных данных здесь, а затем добавляю две звездочки для обозначения номера после каждого из них. Таким образом, когда нажмем Enter, это фактически отбирает каждый из этих узлов Poly Smooth Face. Перехожу в режим Wireframe, и теперь можно поставить здесь 0 или 1, и вы увидите, что при этом произойдет. Таким образом, это очень быстрый способ пройти через сцену и установить ее в разные subdivisions. Если вам нужно, чтобы некоторые объекты были установлены на уровень 2, придется сделать это вручную, но это быстрый способ глобальной установки. И последнее, что хочу, это сделать шейдер Ambient Occlusion немного более сглаженным. Как можете видеть, у нас есть некоторые артефакты рендеринга из Ambient Occlusion Arnold, которые на самом деле происходят только от самого шейдера. Поэтому я собираюсь перейти к атрибутам материала и установить Samples на 6. И еще хочу показать вам, как можно добавить Wireframe к Ambient Occlusion для окончательного оформления модели. Итак, мы вернулись с завершением настройки Ambient Occlusion. Это заняло немного больше времени, но можете видеть, что артефактов стало немного меньше по сравнению с последним рендерингом, который у нас был. Использование Ambient Occlusion – это отличный способ демонстрировать свои финальные модели со всеми деталями, но иногда очень приятно также показывать сетку полигонов, то есть то, как вы построили свои модели. И это то, что можете сделать и в рендеринге. Сейчас быстро расскажу об этом, открыв опции Hypershade. Здесь есть три Ambient Occlusion шейдера. Это на самом деле спинка кресла, подушка кресла и все другие объекты. И я выбираю их средней кнопкой мышки и перетаскиваю в это рабочее окно. Следующее, что собираюсь сделать, войти в шейдеры Arnold и создать этот AI Wireframe шейдер, который можно просто применить ко всем объектам. Это совершенно плоский шейдер, который просто дает белый и черный цвета контуров объектов. Так что я собираюсь переносить эту конкретную информацию в шейдеры Ambient Occlusion, чтобы получить тот эффект оформления, какой хочу. Итак, я собираюсь вывести цвет шейдера и подключить его к белому цвету Ambient Occlusion, а затем кликнуть на выходной цвет Wireframe шейдера и подключить его в белый цвет на каждом из них. Подготовлено клубом «Перевод всем». Последнее, что собираюсь сделать, это перейти к AI Wireframe и изменить его атрибуты от треугольников до полигонов, чтобы они правильно отображали созданные нами полигоны. Возвращаемся, открываем окно рендеринга, сохраняю этот финальный рендер, а затем сделаем его еще раз. Этот рендер пройдет довольно быстро, и вы видите, что он не только показывает Ambient Occlusion для всех деталей и то, как объекты фактически близки друг к другу, но также показывает нам контурную структуру полигонов объектов в нашей сцене. Если эти контуры слишком толстые, можно очень просто изменить их с помощью этого нового шейдера. Это на самом деле находится здесь под Line Weight. Изменю эту толщину до 0,5. Сохраните последний рендер и сделаем еще один быстрый рендер. Итак, как видите, все становится немного легче видеть, когда поменяли толщину линии. Иногда слишком толстые контуры мешают, закрывая объект, особенно если это модели с высоким разрешением топологии, как наши. Вот так было с толщиной 1, а так 0,5. И затем можете сделать все, что захотите с такой Ambient Occlusion, что на самом деле дает отличную возможность продемонстрировать модели как в своем портфолио, так и в демо-роликах или просто показать свои работы друзьям или коллегам.